Всем привет! Вы на канале Двин Китаю. Мы продолжаем проходить Тауматург. Я... Что я хотела сказать? Вот то, что я не помню. Ладно, пофиг. Тут вот этот квестик. Пошли. Пойдючая гулянка. Найти человека с изъяном, приманившего, поискать Светлану в апартаментах. Это кто? Это ты, Светлана? Это ты? Подожди. Подожди, я сначала похожу, потому что... Хорошо быть тауматургом, я что-то нашел. Ты кто? Мадам Самира. Ряд свечей. Горящие свечи, выставленные в ряд, видимо, для создания таинственной атмосферы. Языки пламени сливаются в образ. Рука, танцующая над огнем, прикованный к ней взгляд, и губы взволнованно шепчущие слова, полное предвкушение. Обещание успешной охоты, уверенность в себе. Будешь моим? О ком речь? Загадочная книга. Массивный фолиант в кожаном переплете. Собственность мадам Самиры. Слова, нацарапанные в спешке, нервный перебор карт, неразборчивые пометки и нечто, что я не могу разобрать. Деяние, скрытое от меня неизвестной силой, словно книга, которая не хочет быть прочтенной. Любопытно. Бача? Что я сейчас получила? Мазурка до диез минор, опус 6, номер 2, Фредерика Шопена. Ломаные ритмы, крутые повороты. Звук слетает с клавиш, словно ястреб, колотящий крыльями по стальным прутьям. Вау. Ты моя сестра, да? Да, ты моя сестра. Тут что? Бокалы для шампанского. Пустые бокалы для шампанского. На устах, совсем недавно прикасавшихся к бокалам, вертятся резкие слова презрения. Кто-то явно сожалеет о браке с этой дурой Луизой, но сдается мне в этих отношениях. Луиза далеко не самая большая дура. Сдается мне в этих отношениях, Луиза не самая большая дура. Там должно было быть такое окончание «но». Продуманная недосказанность, многозначительные ухмылки, беглые взгляды из-под веера — все это напускное. На самом деле я оказался в змеином логове. Стоит проявлять осторожность. А чё прям в змеином? Чё? Кто тебе что сделал уже? Ну смотрят и смотрят. Ей-богу. Ты чё такой нежный? Прям. Серьезно. Что тут у вас? Шо? Ожерелье какое-то, да? Нельзя взять, жаль. Окей, не буду, значит. С кем ты тут меня зовешь поговорить с ней? А я пойду пока говорить, значит, не с ней. О. Столик для спиритического сеанса. Довольно. Что вам нужно? Столик на открыт красный... Я знаю только одного человека, который может влезть в чужую голову. Неважно из вас тауматург, если вам... Вы пришли надо мной поиздеваться, хотите меня разоблачить? Разоблачить? Какая скука. Что вам нужно? Тауматург. Мадам Самира не только загадочная ясновидящая, но и тауматург. Она тоже чувствует присутствие Велеса, хочет поймать его, подчинить себе. Неудивительно, что появление другого тауматурга ее не обрадовало. Она настроена серьезно, потому всеми силами пытается убедить меня оставить салютера в покое. Знатный у вас сирен. Лесть вам не поможет. Мадам, зачем так грубить? Давайте-ка устроим небольшое состязание. Посмотрим, кто победит. Я пас. Салютер Самиры. Должен признать, салютер Самиры производит сильное впечатление. Это сирен. Его аура не менее загадочна, чем аура хозяйки. За таинственной маской мадам Самиры скрывается тауматург в компании не менее таинственного салютера Сирена. Образ ясновидящий позволяет мадам Самире свободно посещать светские мероприятия, приманивающие Велеса, на которого она и охотится. Но я без ума от вашей идеи притвориться ясновидящей. Похоже, я вас впечатлила. Кто-то еще в курсе? Вы мне угрожаете? Я? Нет. Я заметила здесь дикого салютера, насколько понимаю, ваше присутствие как-то с ним связано. Не суйте нос не в свое дело. Почему? Просто предупреждаю. Хма. Что вам известно об этом салютере? Знаете, как его зовут? А вы?
А впрочем, имя нам о многом не скажет. Главное — отыскать человека с изъяном. Мне прекрасно известно, кто носитель изъяна. Так что повторю еще раз. Не вмешивайтесь. Человек с изъяном примет участие в сеансе, верно? Стало быть, я на верном пути. Вы закончили? Значит, человек с изъяном примет участие в сеансе мадам Самира. Ясновидящая ловко все спланировала. Мадам, где же ваши манеры? Почему бы не условиться, что салютер достанется лучшему из нас? Вы о себе говорите? Мадам Самира это запомнит, это хорош. Точнее, не то чтобы хорош, мне кажется, она будет недовольна. Ну что, закругляемся? Да, так будет лучше. Слушайте сюда, как-то вас... Шульский. Ну, можете звать меня Виктор. Так вот, господин Шульский, проваливайте-ка по добру, по здорову и не мешайте работать. Ого. Ого. Новая запись. Сирен. Сирены попали на Русь вместе с персидскими торговцами. Если верить славянским легендам, их священные мелодии приносят удачу, но могут увлечь. Сирены соблазнительно красивы и крайне опасны. Их привлекают изъяны, связанные с сильной грустью, стремлением забыться, снисходительностью, щедростью, милосердием. Сирен, который мне встретился, принадлежит Самире. Хотелось бы его заполучить, но, увы. Сирен, которого я видел, принадлежит Самире, увы, моим ему не быть. А почему? Ну, потому что он не мой. Ну, действительно. Давай поговорим с сестрой. Ну вот и где. Господа, знакомьтесь, это мой брат. Блин, как же они вовремя мне звонят. Последний Шульский в штанах. С чего вы взяли? Глядишь, пани Лигия еще родит наследника. Быть может, даже при моем участии. А супруге... Что? Ну да ладно, поговорим по-мужски. Вы собираетесь взять на себя управление отцовским делом, верно? Что? Что они... Мне сейчас показалось, что они несут? Какого? Упомянуть жену? Во-первых, не сути нож в чужие дела, подумали бы лучше о своем браке. А вдруг Луиза не так проста, как вам кажется? Прошу прощения. Вам не приходило в голову, что она тоже времени зря не теряет, когда вы ее оставляете дома одну? Ой, наверное, не стоило мне это говорить. На что это вы намекаете? У вас рога за версту видно, понятно, изъясняюсь. Ой. Видимо, правду о вас говорят. Да. И что же говорят? Что вы не в своем уме. Мне кажется, мне не стоило этого говорить. Упс. Ой. Excuse me. Блять. Ой. Я не буду, наверное, Я благодарю. Благодарю. Я долго над этим работал. Горбатин стелет. Удачи вам с магазином, сударыня. Пока. Мне их почти жаль. Не переборщил? Вовсе нет. Как дела со Светланой? Как тебе в этом змеином гнезде? Водка неплохая. И наблюдать, как родной брат вымещает злобу на простых смертных, весьма забавно. Понятия не имею, о чем ты. Угадай, чью таинственную исполосованную морду я снова встретил, господи, боже мой. Ивана Конечкина? Что ты о нем знаешь? Немного, он папенькин знакомый. Ну, в общем-то, мы здесь благодаря ему. Что? Лигия? Знаю бесплатный сыр только в мышеловке, но он ничего не попросил взамен. Да уж, истинный альтруист. Ну, понятно, окей. Это, конечно, все очень прикольно и классно, но... Ну, секунду. Ты знакома с Софьей Скаллан, дочерью генерал-губернатора? Нет, тебе знакомиться не советую. Скаллан терпеть не может тауматургов.
Предупреждение. Генерал-губернатор Скалон недолюбливает Тауматургов. Отчего-то я совсем не удивлен. Он не первый, кто видит в нас необъяснимую угрозу. Я хорошенько присмотрелся к Самире. Никакая она не ясновидящая. Самира Тауматург, причем тоже на охоте. На охоте? Мадам обнаружила салютера, который следует за одним из гостей. Что за салютер? Помнишь сказки, что нам мама читала про золотую змею? Ага, Велес. Да, рад, что ты здесь. Ты еще и на него решил охотиться? Хочется его, конечно, заполучить, но я еще не определился. Будь осторожен. Ну, разумеется, потому-то я и сомневаюсь. Имя ему Велес. Велес — царь преисподней в славянской мифологии, божество богатства и непревзойденный интриган. На Суаре он может волю подстрекать, плутовать и пировать. Ого, нам такой надо. Я хочу его. Гордый золотой змей — славянский бог преступности, богатства и хитрости, идеальное сочетание для высшего общества. Его привлекают изъяны, связанные с тайнами, склонностью к манипуляциям, интригам и введению в заблуждение, а также готовностью сжечь мир дотла, если придется. О, хорош, хорош. Это что-то... Якась цікавинка, да? Что-то еще мне здесь нужно найти, просто если нет, то тогда давай поговорим. Генерал ему говорит: рассмешите-ка нас. А Балуцкий в ответ: а тогда вы, господин генерал, пальните-ка сперва из пушки. Вот так номер обязательно расскажу завтра у Орловских. Окей. А кто же это к нам присоединился? Знаете, сударь, ваше лицо мне знакомо. Меня... Да. Да, я вас по глазам узнала. Мне так жаль вашего отца. До скорого, дорогуша, вечеринка удалась на славу. До встречи. Никак я чем-то обидел Варшавский. Что? Высший свет? Как вам, Суаре? Это все прекрасно, распрекрасно, но я все-таки сменила мнение насчет его внешнего вида. В целом мне нравится то, как сейчас мы сделали. Ну, наверное, я просто привыкла, и поэтому так, но вроде неплохо даже. Стоит признать, что я заново знакомлюсь со светской жизнью. Вы много путешествовали, не так ли? 15 лет. За это время я привык к довольно суровым условиям. Поверьте на слово, светские салоны порой опаснее диких степей. А вы знакомы с Анастасией и Мариной? А что остальные? И каково это — быть при царском дворе? Это и дар, и проклятие. Подробности вдаваться не хотелось бы, прошу прощения. Я уже познакомился с несколькими уважаемыми гостями. Мадам Самира явно выделяется из толпы. Она восхитительна, не правда ли? Ее присутствие — жемчужина сегодняшнего вечера. Кто-то еще вам приглянулся? Иван Конечкин. Он знал моего отца. Удивительно. Я об этом не знала. Конечкин довольно таинственная личность. А с нашими девицами вы уже успели познакомиться? Я их обязательно отыщу. Сегодня вечером сама Софья Скалон удостоила нас своим присутствием. Так. Рекомендую поторопиться, конкуренция высока. Окей, зачем мне эта инфа? Все дело в том, что я здесь из-за отца. Вы были с ним знакомы? На вопрос не похоже. Да, разумеется, я была его клиенткой. Мне поистине вас жаль, и сестру вашу тоже. Смерть близкого человека всегда тяжелый удар. Пожалуйста, примите мои соболезнования. Светлана Петровна вынуждена стоять. Что еще вы знаете об отце? Господин Шульский, уверяю вас, водка у нас исключительно высшего класса.
Кроме того, настоятельно советую зайти на сеанс мадам Самира. Это будет нечто незабываемое. Ого, у нее лицо такое недовольное сейчас. Что такое? Интересно, неужели это и все, что вы увидели в нашем суаре? Вы заметили тонкую нить мысли собеседника, узнаете, куда она ведет? Собеседница. Можете не любезничать. Я узнаю, куда она ведет. Покажи мне. Тонкий намек. Светлана отказывается говорить со мной открыто. Возможно, опасается падких до сплетен ушей. Все же я чувствую, что она хочет мне что-то рассказать. Нужно осмотреться. Может, ее окружение прольет свет на ситуацию. Ого. Что это такое? Коридор. Я выйти тут никуда не могу, да? Что это? Кажется, рядом что-то есть. Кафельная печь. На чугуне осталась сажа вперемешку с обрывками сожженного письма. Ее обычно твердые руки дрожали, пока глаза метались по бумаге. Он за ней наблюдает, это она и так знала. Но как он посмел ей угрожать? Она в сердцах бросила скомканную записку в печь. Жаль, что от преследователя так просто не избавиться. На обгоревшей записке осталась беспокойность со состоянием Светланы, выраженная, как кажется, доброжелательным тоном. Автор закончил послание заувалированной угрозой, за словами заботы кроется желание вмешаться. Неизвестная метка. Ага. Нитка жемчуга хватит на покупку небольшого городишки. Ого. Приязнь и признательность одной женщины перекрыты стыдом другой. Царица делала подарок от чистого сердца, но Светлана не может смотреть на него без чувства вины. О боже, подожди, что? Что ты хочешь этим сказать? Дорожный сундук выглядит как новый, хоть и явно многое повидал, должно быть тяжелый. Сундук стоит на видном месте, готовый к дороге. Светлана собирала и разбирала его не один раз, виной тому растущее чувство тревоги и неопределенности. Собрать вещи, уезжать, и вновь дрожащая рука закрывает пустой сундук, еще не время. Ну, я опять немножко не так прочитала, не с той интонацией, но неважно. Шелковые подушки, материал мягкий, холодный на ощупь. Ткань пропитана памятью столь желанной беспечности, страсти и еще чувством защищенности. Два человека нашли успокоение друг в друге, два человека, Светлана и... Отец. Шелк помнит все, робкие попытки строить планы, постоянное сомнение, спокойствие, подкрепленное чувством, что все так, как должно быть, и ураган других эмоций, рожденных из пьянящей страсти, и о которых я предпочел бы не знать. Ну, да, вот эта та таинственная женщина и есть, получается, да? Горевшая свеча, воск растекся и уже застыл. Застывший воск сохранил память об искренней скорби, смешанной со страхом, однако эти эмоции тут же скрывает хорошо отрепетированное самообладание. Горящая свеча — единственное прощание спокойным, которое Светлана могла себе позволить. Ну, его папка вот с ней, походу, и был, да? Все Светланины страхи. Неудивительно, что Светлана не хотела отвечать на мои вопросы. Она напугана, и, кажется, кто-то за ней наблюдает. Кто-то, кому много известно. Возможно, даже то, что она втайне мечтает сбежать. Я знаю про ее роман с отцом, а можно попробовать зайти с этого угла. Поставить ей плечо. А когда она будет достаточно мне доверять, спросить про черный гримуар. Балкон. А, ты тут? Давай. Я вас искал. Вы курите, господин Шульский? Бросил. Беседа нам предстоит довольно личная, так что давайте не будем церемониться. Зовите меня Светлана. Виктор. Задавайте ваши вопросы. У вас был роман. Два взрослых, одиноких человека обрели друг друга, по крайней мере, на время. Но романтики в наших отношениях было мало. Просто мы с ним смотрели в одном направлении. Мне так и не удалось узнать его как человека, и уж тем более понятия не имел, что он позволяет себе подобные чувства. Речь про любовь, да? А то была любовь. Я скучаю по нему. Вот и все. В каком таком направлении? Что это значит? В вашей комнате стоит огромный дорожный сундук. Вы раздумывали?
Паковать вещи или нет? В тот момент я почти решилась на побег, но тогда меня бы ждали кое-какие последствия. А вот в притворстве мне нет равных. Кто отправил вам обгоревшую записку? Я почувствовал лишь притворное дружелюбие. Да, кто-то из охранки. Но кто именно, не знаю, если речь об этом. Узнать я очень старалась, уж поверьте. Охранка. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Иными словами, тайная полиция. Я знаю, кто они такие. Вопрос в том, что им нужно. Информация. Царские шпионы всегда наготове. Они действуют не только в городе, но и при дворе. И не сомневаюсь, что на мои ссоры заглядывают. Когда вы получили записку? Несколько недель назад, когда ваш отец еще... Понятно. Я все еще не понимаю, почему вы получили эту прекрасную записку. А еще я нашел нитку жемчуга, в которой отпечаталось ваше чувство вины. Ваши способности вселяют ужас, знаете ли. Этот жемчуг вам подарила императрица Александра Федоровна. Вы с ней близки? Я ее доверенное лицо, можно сказать, мы с ней подруги. Я вижу, как искренне она печется и о семье, и о стране. Но что-то пошло не так. Ваше чувство вины. Оно имеет какое-то отношение к императрице? Скорее, ко всей империи. О боже, наш истеблишмент понимает необходимость перемен. Мы хотим реформ. Колосс уже начал шататься, но если он упадет... Колосс? Куда? Но я жить хочу, Виктор. В идеале поближе к западу. О май гад. Русский мир. Это... О май гад. О май гад. Хай бог помилует, и шо? Я грибу. Ладно, продолжить допрашивать ее роль вашего отца или перейти к делу и сказать, что вы ищете пропавший гримуар. Давай еще. Какую роль во всем этом играл мой отец? Своей волей или нет, но он входил в истеблишмент, который хотел перемены и предвидел революцию задолго до того, как она случилась. Вот и объяснение для записки. Охранка право знала. Видимо, они что-то заподозрили. Может, все-таки объясните уже, зачем вы на самом деле пришли ко мне на суаре? Как думаете, эта охранка стоит за гибелью моего отца? Ваш отец погиб при обрушении здания. Не думаю, что охранка пользуется такими методами. Возможно, вы правы. Что будете делать дальше? Ничего, ссора продолжается, как и ожидает светское общество. Все останется на своих местах. Я как-нибудь уж справлюсь. Я надеялся, вам что-нибудь известно о черном гримуаре. Отец оставил мне его в наследство, но гримуар куда-то пропал. Нет. А разрушенный дом? Вы там были? Ничего там нет. Дорогой мой, я ничего не знаю о книге Станислава, простите, но я не смогу вам помочь. Но с пустыми руками я вас не оставлю. Я убеждена, что вам нужно осмотреть еще одно место. То, что вы там найдете, принадлежит вам. Нет, вам спасибо, что вы слушали. Какое место? Я уже могу идти обыскивать? Охранное отделение, тайная полиция царя, от которой невозможно скрыться. Ее сотрудники, словно хамелеоны, работают тайком или втираются в доверие, притворяясь друзьями. Иногда они врываются в чужие дома, размахивая удостоверениями или оружием. Слова «личное пространство», «частная жизнь» или «свобода» для них ничего не значат. Фрейлина, императрица Светлана, привыкла к постоянной слежке охранки, но привычка и принятие – разные вещи. В ней кипит ненависть, я ее не осуждаю. Окей. По следу мыслей.
Письма. Отцовские письма Светлане, пронизанные несвойственной ему нежностью. Попадя они в чужие руки, обоим возлюбленным пришлось бы несладко. Ого. Неожиданно. Что там? Вот она. Или он, я не знаю. Оно. Вот оно. Не убегай. Прекрасные дамы, дрожащие господа. Честно стал. Дрожащие, я сказала. Окей. Будут дрожащие, значит. Мы приглушили свет и опустили шторы. Духи усопших собираются среди нас. По их указанию я передам одному из вас карту, второй приглашу к столу. Для вас, сударь. Карта Таро. Карта Таро номер 0, шут. Карта едва ли не пылает от эмоций. Ясновидящая вложила в нее всю свою неприязнь, и адресована она мне. Может, стоит присоединиться к сеансу хотя бы из вредности? Шут. Наша дрожащая мадам дурачится и думает, что может меня отпугнуть. Пустая трата времени. Соберемся же на таинственный ритуал. Не будет томить духов усопших ожиданием. Не будем. Сделаем все возможное, чтобы не испортить им визит в мир живых. Во мраке. Мадам Самира просит завесить окна и приглушить свет. Спиритическому сеансу нужна определенная атмосфера. До его окончания комната погрузится в мрак. Я потушу сейчас весь свет. Нет, не потушу. Хрустальное зеркало, свет мое зеркальце, скажи. Поправляя непокорный локон, она думала о Феофиле Скальском. Юный кавалер влюблен до беспамятства, готов на все, а потому она дала ему непосильное задание. Желая сдержать слово, он отправился в Африку, трагически погиб, забрав с собой на тот свет все фамильное состояние. Зеркало поблескивает радостью от пристальных взглядов, от ее имени на десятках уст, и сердце бьется быстрее, Софья. Ну и что некоторые из-за нее теряют голову в буквальном смысле? Тем интереснее. Софья. Хорош. Кресло. Деревянные ручки выглядят потертыми. Сознание Сергея пронзила неприятная мысль, пока он сидел в кресле, издалека наблюдая за Софьей. Почему она вдруг его не замечает? Ведь он готов исполнить любой ее каприз, но девушка не говорит ни слова, даже не смотрит в его сторону. Ага. Так вот. Пепельница. Внутри целая гора окурков. Дым папирос вобрал в себя звуки веселой беседы. Дым папирос? Я тоже не знаю, как это читается. Веселой беседы. Подруги Софьи рады, что она пошла с ними, несмотря на отцовский запрет. Они любят смотреть, как юная Эскалон плетет свои хитрые интриги, а еще больше любят о них сплетничать. На окурках остались следы девичьих уст. Знали бы папеньки, чем они занимались. Вдали от родительской опеки Софья по-особенному расправляет крылья. Наблюдать за ее махинациями – одно удовольствие. Окей. Все? А ну мы можем с тобой поговорить о чем-то? С этой мадам уже познакомился? Скверно. Госпожа Румянцева на адрес отказывается говорить открыто. Не доверяет тебе. В такой-то компании это многое о ней говорит. С чего такое пренебрежение, Лигия? Она мне никогда не нравилась. От нее не по себе становится. Говорят, что она та еще интригантка. Реакция Лигии. Любопытно, Лигия редко опускается до сплетен и первой осуждает подобное поведение. На ее слова Светлане могло повлиять окружение, которое в свою очередь повлияло к появлению салютера. Подожди, что? Ссора и высший свет. Высший свет дышит скандалами и упивается сплетнями с чужих уст, что сильно по вкусу здешнему салютеру. Изъян, вероятно, принадлежит тому, кто любит играть в игры и плести интриги, прирожденному махинатору. Не знаю, рассказывать? Расскажу. Ты знала, что у папеньки была интрижка с хозяйкой вечеринки?
Ты уверен? Тауматурга видит издалека. Я почувствовал то же, что и он, когда они... Ну, ты поняла. Хватит, фу, гадость какая. Реально, реально. Давай о чем-нибудь другом поговорим. О, боже. Да, реально, что это было? Что это было? Хочешь с тобой поговорим? Довольно игр, Шульский. Я видел вашу афишу. Вы на ней выглядите по-другому. Да ладно, неужели иллюстрация недостаточно реалистичная? Надо же, меня никто не предупредил, что вечеринка костюмированная. Прошу прощения? Просто хочу сказать, что вы выделяетесь в толпе скучных гостей. Какая дерзость. Просто небольшая вольность, вот и все. Вы близко знакомы с хозяйкой? Если я скажу, что нет, вы оставите меня в покое? Нет. Светлана Петровна пригласила меня, я стараюсь ее не подвести. Так что давайте не будем друг другу мешать. А что, мадам, кого вы собираетесь сегодня призвать? Могу сказать, кого я точно не звала. Кыш. Как насчет моего покойного отца? Если у вас получится, буду премного благодарен. Теперь мы уже никогда этого не узнаем. Пока. Пока я пошла искать дальше. Иногда лучший выход — это успокоиться и не тревожить порядочных людей. Для вашего же блага. Звучит как неприкрытая угроза. Когда я чего-то хочу, всегда действую напрямик. Достойно. Ну, угроза и угроза, ладно, пофиг. Знаешь что, я хочу сходить вот сюда. Я потому что думаю, что maybe, probably тут будет какая-нибудь зацепка. Или нет, или не будет. Я не могу никуда сюда зайти, значит ничего не будет, да? Да, пошла я обратно, короче, все. Окей, значит все там. Но я тут не вижу больше, разве что здесь. Нет. Нет, не здесь. Я больше не вижу никаких зацепок, поэтому мне, наверное, нужно с ней поговорить. Да? Окей. Господин Шульский, можно вас на пару слов? Чем могу служить? Мы с друзьями играем «Правду или действие», сейчас мой черед. О, окей. Удиви меня своими способностями. Удивите. Вашему отцу вряд ли понравилось, что вы играете с Тауматургом. Может, в этом замысел? Идти ему наперекор. Для начала расскажите мне правила игры. Разумеется. Как же я сразу не додумалась, вы ведь были в отъезде? Все просто. Каждый игрок по очереди либо говорит правду, либо выполняет действия. Тот, кто откажется от обоих вариантов, проигрывает. А я проигрывать не люблю. Полагаю, для вас действие будет меньшим из двух зол. А вы проницательный. Нужно выведать тайны моих друзей, Ирины, Максима или Сергея. Дело в том, что вы с этой задачей справитесь лучше меня. О май гад, почему? Я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне делать. Это по-любому повлияет на ход игры. Я соглашусь. Я соглашусь. Да, давай. Я знала, что вы меня не подведете. Это всего лишь игра, окей. Так, посмотрим, любая тайна сойдет. Любая. С нетерпением жду вашего возвращения. Пока. Сейчас я что-нибудь узнаю. Надо бы осмотреться игра. По просьбе Софьи из колонн я присоединился к игре в «Правду или действие», чтобы помочь ей выполнить задание. Компания друзей желает развлечься и выведать секреты друг о друге. Я могу этим воспользоваться. Где они все? Куда? Я иду. Я готова. Кого? Ага, опять осматривать.
Декоративная ваза. Ваза стоит на рояле, но хризантем в ней нет. В вазе отражены бурные эмоции Сергея. Ревность, смешанная со страхом. Ревность, направленная на меня, поскольку во мне он видит соперника. Страх вызван мыслью о том, что Софья забудет о нем, когда я буду рядом. О боже, серьезно. Секрет воздыхателя. Сергей не в состоянии выкинуть Софью из головы. Его чувства настолько сильны, что он готов пойти ради нее на все. Он не понимает, почему девушка не отвечает взаимностью. От этого в нем вскипает негодование. Во мне, Софьин, обожатель видит соперника в борьбе за сердце возлюбленной. Ок. Твои проблемы, честно. Сорванные листья. Кто-то нервозно срывал листья с пальм. Ирина самозабвенно наматывала листья на палец или незаметно срывала их, погруженная в раздумье. Притворство Софьи и Максим. Она бы подошла к нему, но нет, какая глупость. Мучимая сомнениями, она так и не решилась сделать первый шаг. Секреты подруги. Ирина скована робостью. Кажется, будто ее разрывает на части. Она хочет развлечься и провести время с Максимом, но не может сделать первый шаг. Девушка застряла в чистилище, раз за разом мысленно переживая все возможные сценарии событий. Окей. Софа. Вычурная софа. Она присела на софу, наблюдала за людьми. Привычная кокетливость куда-то улетучилась, и она впервые ощутила невыносимую пустоту, тяжесть одиночества, желание быть частью чего-то. Чувство ушло так же внезапно, как и появилось. Девушка широко улыбнулась, и игра продолжилась. Явная метка Софьи. Пустые бокалы. Коллекция пустых бокалов говорит о том, что кто-то здесь большой любитель выпить. Глоток за глотком, глоток за глотком. Максим осушает бокалы и наблюдает главным образом за дамами. Его сердце ноет от одиночества, и Ирина сегодня особенно прекрасна. Секреты затворника. Максиму, о боже, зачем? Максиму одиноко, как и всем нам время от времени. Он пытается утопить одиночество в алкоголе, но результат выходит ровно противоположный. Его внимание приковано к подруге Софьи Ирине. Ладно. Может, ты мне что-то можешь про них сказать? Мало ли. Нет, не можешь. Пока. Так. Здесь. Да все, да? Буду. Ему уж не терпится. Что-нибудь удалось выяснить? Опа! О май гад. К слову о тайнах. Я нашел ваш веер. Я-то как раз думала, что не помню, где его оставила. Как любопытно, Вея рассказал мне, что вы его нарочно обронили. Подловили, так подловили. Я надеялась, что его подберет нужный человек. А даже сработало. Ого. А я-то думал, куда это вы запропастились? Вы знакомы с Сергеем, не так ли? Да, мы уже познакомились. Мы с господином Шульским выполнили мой крайне сложный вызов вместе. К вашим услугам. А говорить правду, вы за кем-то ухаживаете? Что? Важный вопрос. Кажется, Софья за мной заигрывает. Она, не стесняясь, засыпает меня вопросами на личные темы. Подобная дерзость, судя по всему, только придает чертовке смелости. Вот только понять бы, с каким Виктором Шульским она играет. С мужчиной или тауматургом. Оу. Софья Скалон. Дочь Скалона, прирожденная интригантка. Этот талант сделал Софью знаменитостью в высоких кругах. Ее махинации – неиссякаемый источник развлечений и повод для обожаемых аристократий сплетен. Похоже, сегодня ее жертвой стал я. Девушка заигрывает со мной назло отцу, который ненавидит тауматургов. А может, это одиночество, прикрытое напускным бунтарством? Мое сердце не занято. Ну, его тоже не занято, насколько я знаю. Ну, в плане любви, может. А может, занято там, не знаю, тауматургией, все понятно? Ладно, я уйду от ответа. Может быть, не стоит вот так сразу делиться друг с другом тайнами. Господин Шульский, нам с Софией пора на сеанс. Мадам ожидает. Еще раз благодарю.
Пока. Это было что-то странное. Получается, Велес следует за Софьей с колонной ее изъяном. А ведь она казалась воплощением невинности. Если, конечно, не считать отправки своего воздыхателя в Африку на верную смерть. Неудивительно, что она ко мне прицепилась. Все-таки старик Скалон Тауматурков терпеть не может. Вот же чертовка. Чтобы выявить изъян юной интригантки, все-таки придется поучаствовать в сеансе. Когда я либо сам опознаю изъян по ее махинациям, либо мне поможет ее ревнивый принц на белом коне. Надеюсь, ее отец об этом не прознает. Да уж. Изъян Софьи Скалон. После игры в правду или действие аура Софьи замерцала. Это изъян, вызванный страстью к интригам. Все сходится, в конце концов, Софья питает слабость к светской жизни и играм. Салютер в отель Империал. Велеса Подстрекателя приманил изъян интригантки Софьи. Чтобы его поймать, придется играть по установленным правилам, а значит заставить Софью испытать настоящее потрясение. Чувствую, скандала не избежать. Ну, так вот. Я иду. Я готова. Давайте. Я хочу. Свободно? Энергия рассеивается. Дамы и господа, я теряю связь с духами. Как же так? Ведь духи меня избрали. И правда. Вот же карта. Она явно недовольна. Мы сложим руки на стол. Разум покидает тело и уходит на самый край этого мира. Вы же думаете об особенном человеке, с духом которого хотите связаться? Оставьте ее в покое. Я же ничего не сделала. Сергей, вы-то куда? Дорогие гости, умоляю вас, духи усопших. Ваша преданность остается незамеченной, и вы прекрасно знаете, почему. Знаю, меня выбрали не вы, а господин Скалон, так? О май гад, что тут происходит? Прошу тишины. А вашим подружкам это только в радость людей дураками выставлять, прости господи. Прошу присесть. На место сядь. Ты чё? Бедное мое сердечко. Сосредоточьтесь на ком, с кем хотите вступить в контакт. Я знаю, чью душу хотела бы призвать. Чью же? Феофила Скальского. Знакомое имя, сударыня? Бедолага утонул по пути в Африку, не так ли? Все не так просто. Я не знала, что он погибнет. Вы, Сергею, такую же участь готовите? Все это ради того, чтобы насолить отцу? И что с того? Вы хоть представляете, каково жить в холодной тени безучастного отца? Знакомое чувство. Неужели желать любви — это грех? Эти ваши способности попросту вселяют ужас. Потому-то люди вас и ненавидят, потому-то отец вами и занялся. Что? Самое важное, я получил, что хотел. Как вы смеете? О май гад, сейчас будет что-то. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Вам было велено не встревать. Велес должен был достаться мне. Столько труда на смарку. Объясните-ка, чего именно я не понимаю? Вы знаете, кто она? Кто ее отец? Вы правы. Мне поручили избавить Софью Скалон от изъяна. Не классно. Но, похоже, уже поздно, не так ли?
Кто-то поручил вам избавиться от изъяна Софии, но кто? Угадайте. Хотя это уже не важно. Я не хочу отдавать его. Я не хочу, это слишком сложный выбор. От этого точно что-то очень сильное будет зависеть. Давай я... Что мне делать? Капец, а что? Я не знаю. Я могу сохраниться? Не могу, конечно, очевидно. Блин. Да блин. Уступить или не уступить, я не знаю. Что мне это даст, что будет со мной, я передаю. Так и быть, Велес ваш. Оставьте себя, он мне не нужен. Сделанного не воротишь, Софья Скалон теперь в самом сердце скандала. У меня все под контролем. Я знаю, как сделать так, чтобы у истории Софьи была счастливая концовка. Надеюсь, мы об этом не пожалеем. Да ёпрст. Шо ж такое? Ого. Ух ты. Покажите, покажите, покажите. Покажите. Ого. Ого, классно. Крутой чел. Прикольно. О май... Не гони. Я должна этим заниматься сейчас. Окей, хорошо, да, давай, пускай так будет. Уже, конечно, надо заканчивать, но... Ты сюда? Тут кто? Ускоряемости удвоенный урон с вероятностью 50. Тут. Замедлить. Я хочу замедлить. Я люблю замедлять. Замедлять мое все. Серьезно. Идеально. Угу. Вот этот чел, конечно, прикольный такой, да? Выглядит прикольно. Действие, противодействие. Противодействие ты. Кто тут у нас следующий? Ты, да? 1.10. Сколько сказать? Подожди. Он мне нанесет 1.10 урона, anyway. Получает один. Ага, я не согласна. Хочу его замедлить. Замедлишь? Не замедлил? Да. Жаль. Угу. Ты? Двойный урон. Получила ачивку за взрывать 50 раз ход противников. Ага. Я не знаю, я официально считаю уменьшение навык, точнее, на возможность откинуть их, короче, атаку официально супер-мега классно. Что это? Осложнение. Осложнение, я очень рада.
Пу-пу-пу-пу-пу. Да, я типа читаю, так отлично. Кровотечение, понятно, окей. 1, 2, 1, 2, 1. Ну, не то чтобы... Усилил ему атаку. О, хорош. Откинул. Я почти не пользуюсь сильными атаками, кстати. Надо отхил. Кстати, у меня 2 концентрации осталось. Вот так. Что ж, это было легче, чем предыдущий, правда. Вот увидит тебя Распутин. Тогда ты перестанешь мне противиться. Дамы и господа, как видите, в этот вечер духи особенно беспокойны. Софья? Вам понравилось? Я просто в восторге. Так, кажется, пора аплодировать. Она сейчас расплачется или мне кажется? А вы, сударь, что нам расскажете? Мы решение закрыли этот бой, я просто... Сосредоточьтесь на том, что вы обрели свободу. Никто не имеет права вам указывать, ни отец, ни окружение. Все слышали, как я произнесла эти ужасные слова, этого уже не изменить. Но вы правы, я свободна благодаря вам. Я знаю, каково это жить в тени отца, но для меня это уже в прошлом. Как вам это удалось? Смотри, а ему прям очень плохо становится после того, как он салютера ловит. Типа прям вообще посмотри на него. Я встретил человека, который помог мне исправить ошибки, что я совершил из-за отца. Похоже, этот человек очень вам близок. Что здесь происходит? Гости жалуются, я погляжу не без причины. Прикрываем лавочку. Да, ради бога. Прощайте, Виктор Шульский. Как? Увидимся? Нет, не думаю. Господин с книжной найдет выход сам или нужна помощь? С книжкой? Типа хорошему. Пока. Давайте. Ушел. Виктор, не пугай меня так. А вы в порядке? Думаю, нам пора. Не, поищу нам экипаж. Такое время вам вряд ли вы найдете экипаж, я вас подвезу. Видишь, на господина Конечки навсегда можно положиться. Спасибо, очень тактично. Интересный чел, он такой... Интересно, что с ним там за история. Загадочный. Ну ладно, позже узнаем. А можно мне, пожалуйста, сохраниться, потому что... Подожди, нельзя. Окей, давайте дождемся. Да. Спасибо тебе за интересный вечер.
Жаль, что так вышло. Не сегодня, прошу. Лигия. Лигия. Доброй ночи. Ой, это так мило, я не знаю, это... Пойманные салютеры не станут вам подчиняться, пока вы их не приручите. Навещайте Распутина. Да, нам звонят, отвалить. Все, я сохраняюсь. Типа... Что я хотела сказать? Что он так мило со своей сестрой общается. Мне так нравится, как добавили возможность коммуникации между ним и сестрой. Типа такую, знаете, такую уву. Окей. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.